Кабель от Xbox Original, обычный композит. Лопатку сверху, лопатку снизу, лопатку сбоку, лопатку сбоку. Пошевелили туда-сюда, вытянули щилдик. Вот этот. Так. Убрали часть шилдика. Это должно было быть вот так внутри. Лопатку туда. Видите, не разбираем, не надо его разламывать. Лопатку раз. И аккуратненько вытащили, отложили. Компонентный кабель от 360. Разобрали корпус. Разобрали щилдики. Вытащили вот это. Отпаяли все пины. Не нужно отрезать. Вы создаете себе лишние проблемы, если отрезаете. Аккуратненько отпаяли и припаяли вот сюда. Все чудесно. Убрали вот, отпаяли вот этот шилдик от основного корпуса. Убрали. Оригинальный шилдик мы потом вставим сюда, штекер в этот шилдик. И вместо вот этого вот сюда мы поставим вот этот. Так как он длиннее, видите, он будет, возможно, немного выпирать. Но это ничего страшного. Так как он длиннее, здесь есть еще вот такая вот держалка резиновая. Она находилась вот здесь. Также под нее вставляете какой-нибудь пинцет, к примеру. Там пошевелили немного, и она свободно двигается. Отодвинули ее назад. Пригодится при сборке. Дальше. Распиновка. Смотрите. Сверху узкая полоска. Снизу широкая полоска. Первый контакт. Это красный, красно-черный. Правое аудио. Второй контакт. Это земля. Любую выбирайте черную. Они все соединятся, когда вы ставите штекер в Xbox. Ну, точнее, они не так соединены, потому что это оплетка, экран. Поэтому выбирайте любую, не паритесь. Так, вторая земля. Третья — это Data Optical Audio. Вот этой хрени. Здесь третий. Он также третий. Смотрите. 1, 2, 3. Первый 5 вольт. Второй земля. Третий Data. Третий. Третий. Четвертый свободный. Пятый, шестой, седьмой замкнули между собой. Никуда ничего не идет от них. Это просто земля. 5, 6, 7, 8. Опять же земля вот сюда на экран. 9 голубой шнур. PB. 10 это оплетка, земля. 11 Y. Это зеленый. 12 это земля. Только земля не на оплетку, а земля вот сюда. Смотрите. Второй это земля. Первый 5 вольт, земля. 5 вольт, земля. Второй. Переворачиваем. Посмотрим с другой стороны. Широкий контакт сверху. В смысле полоска. Узкая снизу. Первый контакт желтый. Композит. Второй контакт земля к экрану. Третий контакт розовый. PR. Четвертый контакт земля к оплетке вот этой к экрану. Пятый контакт свободный. Шестой, седьмой спаяны между собой. Это компонентный выход. И шестой и седьмой контакт идут к переключателю свечу. Раз, два, ко второму. Только сначала не нужно запаивать его, нужно досмотреть это видео до конца. Я объясню, когда перейду сюда, что нужно перед этим сделать. Точнее, не видео, а распиновку до конца. 8 это композит. 8 контакт. Он идет раз, два, три на 4 вот сюда. 9 свободный. 10 ground, земля вот этой оплетки. 11 черный, белый, левое аудио. 12 это 5 вольт. 5 вольт они идут на Optical Audio. И это
Так, было, по-моему, вот так. Это самый верхний контакт, 5 вольт. Дальше, по вот этой вот штучке. Смотрите. Как я говорил, вот это вот компонент, вот это вот композит. Когда компонент замкнут с землей, то, соответственно, Xbox выводит компонент. Когда композит замкнут с землей, Xbox выводит композит. Когда и компонент, и композит замкнуты с землей, Xbox выводит VGA. Средний контакт у меня земля. Изначально, по-моему, он не был землей. Изначально, когда вот здесь были пятачки, вот здесь и вот здесь, а я их убрал, потому что они были почему-то они звонили с землей. Нам этого не нужно. Так, я отпаял этот свич. И просто паяльником снял пятачок здесь и здесь. Теперь они голые пятачки, но они не звонят с землей. И когда переключатель влево, смотрите, видите, здесь написано HD, SD. Покажешь? Видите, HD, SD. Когда положение HD, соответственно, сейчас он в HD, соответственно, вот эти два контакта звонятся, и HD компонент замыкает на землю, и Xbox выводит компонент. Когда переключатель в положении SD, вот там, то вот эти два контакта звонятся, средний и вот этот. Получается, композит замкнут на землю, и Xbox выводит композит. Вау! Дальше, смотрите. Видите, средний контакт, тут идет дорожка единственная. Она идет вот сюда, выходит, и вот здесь там что-то в 360 штекера нашло, и там что-то замыкало, не знаю что. В общем, просто замыкаете три вот этих контакта такой соплей жесткой, и получается средний контакт становится землей. Он звонится вот с этим средним контактом. Земля. Переключаем HD, замыкается с землей компонент. Переключаем SD, замыкается с землей композит. Теперь попробую собрать. Посмотрим, что из этого выйдет. Я видел, кстати, как ребята делают просто компонент. То есть достаточно вот этого кожуха. Надевается вот сюда. И получается в оригинальном кожухе красивый кабель. Некоторые делают даже вот оригинальный кожух оставляют и выводят там какие-то 3 проводка, чтобы оптикал аудио. Но, блин, он телепается, это как-то не особо красиво. А здесь, смотрите, будет полный функционал. И переключение между SD HD работает, и оптикал аудио, и корпус монолитный. Ну, сказка. По-моему, даже Microsoft не выпускала такого кабеля. Они выпускали там HD пак, но это не то. И то там, по-моему, в HD паке не было свитча на SD HD разрешение, здесь будет. Посмотрим, что выйдет из этого. Видите, даже тейпы оригинальные, которые контакты закрывали, оставил и наклеил на эти же контакты. Типа они оригинальные. Ну, такие дела. Блин, наверное, даже если будут эти желтые контакты, не контакты, а провода, которые от вот этой вот хрени шли. Она, кстати, таки довольно китайской выглядит. Ну, такая дешевенькая плата. Как Microsoft могли так сделать, непонятно. В общем, если бы даже желтые эти провода были достаточно длинные, я бы, наверное, их оставил. Настолько я больной. Видите, как чудесно все закрылось. Когда аккуратно разбираешь, собираешь в 2 раза быстрее, чем могло бы быть. Вот эти площадки были в оригинале запаяны, а ощущение, что холодной пайкой. Просто, знаете, как будто на штекере напаян припой, и он просто не дает плате сняться. То есть они не подпаяны были к контактным площадкам. 1, 2, 3. А вот наш свитч. И поставим вот эту вот штучку. Смотрите, таким образом внизу длинная полоска контактов. Поставим ее вот так. Провод вот так. И подгоним вот сюда. Вот так вот будет выглядеть. Сейчас запаяю вот здесь. Закрою сверху щитом. То будет все красиво. Будет все просто чудесно. Нет, должно быть этой стороной вверх. Видите, узкая площадка снизу, длинная сверху. Это потому что вот эта вот штука, вот видите,
Она, короче, внизу Xbox Original есть такой упор, и если она будет внизу, то она будет упираться, и он будет не до конца ходить, штекер. Будет, конечно, вверх головой, но какая разница? Вот это Microsoft будет внизу, когда в Xbox торчать будет. Смотрите, запаял я ее. Кстати, очень надежно сидит. Я думаю, она вообще никогда отсюда не выпрыгнет. Вот. И вот в эту дырочку, соответственно, с другой стороны точно так же. Взял верхний щит, потому что он упирался в штекер. Ну, то есть вот в этот щит штекера, я не знаю. Затем вот эту резинку двигали мы ради того, чтобы ее вставить обратно. Тут, соответственно, зажали. Переключатель катается, переключается. Внизу норм села. Наденем верхнюю пластиковую крышечку. Видите, я немного неправильно обрезал, но вы не повторяйте моих ошибок. Возьмете, раскалите горячий нож, ну, отметите чем-нибудь фломастером. И просто вот так вот, раз, раз, раз. Не надо вглубь резать, как я сделал. Ну, разве что если давить будет, то немного срежете, но не настолько много, как это сделал я. В принципе, можно вообще заморочиться и сточить ее под размер, чтобы вот здесь вот осталось немного пластика, и будет даже прикольнее. Ну, если кому-то охота заморочиться. Я же сделаю сейчас, лью термоклеем, потому что здесь у меня ножка отломанная, чтобы она держалась, нужно его приклеить. Ну и сюда залью клея, чтобы не было этой дырки. Ну и проверим же его. Короче, видите, я просто залил клеем и добавил соды. Ставим HDTV. Вставляем Xbox. Вот, кстати, эта рамка, которая говорил, что это пузо, оно касается ее. Поехали. Это, кстати, АВ. Но видите, это потому что чип у меня в Xbox стоит, поэтому он выводит. Хотя, может, он всегда выводит, не знаю. Ну, короче, сейчас будет темный экран. Отсутствует видеоинформация. Переключаемся на HDTV, UP, BPR. И что мы видим? Компонентный сигнал. Смотрите, никаких синих полосок. Вообще четко. Качество высшее. Теперь попробуем еще раз. Side AV. По композиту он не выводит сигнал сейчас, хотя там все 6 подключены. Вот. Выключаем Xbox обязательно, не надо щелкать, когда кабель внутри. И опять же кабель мы тоже вытаскиваем, потому что питание у него есть. Переключаем на ТВ. Обычное вставляем. Включаем. Это как раз таки Side AV. Ну что, ребята, вот в принципе на eBay сколько они стоят, такие кабели оригинальные? $1000. Там вообще люди ебанулись, честно. Считайте, мы создали оригинальный кабель, который даже лучше оригинала, потому что можно еще и Side AV. Ну, в смысле, можно композиты, компонент. Еще и аудио, это digital аудио, как там optical аудио выводить.
Смотрите, а по компонентному сигналу в данный момент, видите, вот такая картинка черно-белая. Почему? Потому что, как помните, мы соединяли два пина компонентных, и они так и остались соединенными, поэтому он вводит, все-таки вводит черно-белую картинку. Если бы они были сейчас разъединенными, то он бы ничего не выводил. Ну, смысл так заморачиваться, еще один свич ставить, да и некуда его ставить, да и уже и будет совсем не тот вид. Вот и все, надеюсь, было полезно. Красивый, да, Xbox X? Вот Microsoft делали. Хотя они сейчас норм делают вещи. Понадежнее, чем PlayStation 4 у их Xbox One X. Да и скорее всего Xbox Series X будет надежнее, чем PlayStation 5. Такие дела.